Всем привет! Сегодня у нас второе видео на тему «Как найти себя, свое призвание, предназначение». И в этом видео мы будем рисовать просто потрясающий алгоритм, потрясающий в буквальном смысле слова, потому что лично меня после него реально прям немножко потряхивает от эмоций, от тех грандиозных инсайтов, которые получаю, от нового видения меня и смыслов моей жизни. Во время рисования этого алгоритма всегда приходят новые осознания, кто я, чего на самом деле хочу и в какую сторону мне двигаться. И каждый раз это открытие. Открытие себя, своих ресурсов, желаний и дальнейшего пути. И лично я после этого алгоритма еще пару дней хожу в таком легком шоке, смакую полученные инсайты, примеряю на себя новое видение моего будущего и те картинки моего будущего, которые пришли во время рисования. По ощущениям каждый раз как будто перехожу на какой-то новый этап моей жизни, причем рисую я этот алгоритм дважды в год, каждые полгода, и каждый раз это просто инсайтище. Надеюсь, я вас убедила порисовать со мной. Давайте берем бумагу, карандаши, маркеры и пойдемте рисовать. И небольшие рекомендации от меня, как лучше рисовать, чтобы был очень мощный, такой сильный инсайтный эффект. Во-первых, видите, я в халате. Одежду одеваем комфортно, чтобы не отвлекала, не жала, не терла. В общем, чтобы было очень уютно и свободно. Второе, никаких посторонних людей, чтобы никто не дергал, не отвлекал, чтобы вы могли полностью погрузиться в рисунок, в себя и получить нужные ответы. И третье, продолжение второго, чтобы никто не отвлекал телефон в авиарежим. Рисунок у нас будет вертикальный. На обратной стороне пишем тему. Тема у нас будет звучать «Мой жизненный путь». И давайте запишем минимум 20 слов за 2 минуты. Отчет пошел. Нужно сделать небольшую разметку. Я для этого возьму простой карандаш. Отступаю пару сантиметров снизу, пару сантиметров сверху. Провожу линию. Она может быть неровная, она нам нужна просто для ориентира. Теперь вот это расстояние между верхней и нижней отметкой делю приблизительно пополам. Каждую из этих частей тоже пополам и каждую из получившихся частей тоже пополам. Теперь ниже нижней отметки тоже проставляю примерно получившийся отрезок один и сверху тоже один. И начинаю писать. Самая первая отметка 0, потом 10, 20, 30 и так далее. И теперь наношу еле заметные
горизонтальные линии по каждой отметке. Наверное, уже догадались, что это отметки, это возраст. И теперь берем свой инструмент. У меня коричневый карандаш, у вас может быть карандаш, маркер, фломастер, все что угодно, чем нравится рисовать. И начинаем рисовать свой жизненный путь. Стартуем с отметки 0. Наша задача сейчас заполнить фигурами отрезок от 0 до 10 лет. Вспомните себя, какими вы были, о чем мечтали, какие важные события в вашей жизни происходили, что такого памятного, такого жизнеобразующего произошло в тот период. Вспомните своих родителей, с кем вы росли, кто вас воспитывал, кто были ваши друзья, ваш дом. В общем, в этот период от 0 до 10 наносим фигуры, которые у вас ассоциируются с вашим возрастом от 0 до 10 лет. Рисуете все ценное, все важное, все для вас значимое. Ориентир примерно вот на центре листа. Можно разбегаться вправо-влево и спокойно заходить на близлежащие периоды, это не страшно. Мне 3 важных фигур достаточно. Переходим на следующий период. От 10 до 20 вспоминайте свои школьные годы, ваши интересы, первую любовь. Кто еще не дошел до 40, притормозите здесь, подождите нас, тех, кто старше 40+. Некоторые фигуры могут интуитивно рукой просто идти вверх, ввысь, вперед. Что это значит? Это значит, что для меня вот этот треугольник, событие, которое я внесла в этот жизненный период, оно будет меня вести, выталкивать, как минимум до 70 лет. Это уже чисто интуитивно происходит, неожиданно для меня, но приятно. И вот я подошла к периоду своему текущему жизни. От 40 до 50 сейчас я нахожусь в этом коридоре и вношу сюда, как я вижу свою жизнь до 50 лет. Что бы мне еще хотелось сделать, что я хочу успеть, в чем бы мне хотелось проявиться, что-то попробовать, сделать еще что-то новое, что-то организовать в своей жизни, что-то поменять, что-то улучшить. В общем, сейчас уже идем именно с прицелом на будущее. А что хочется еще? У меня вот этот круг сейчас пришел абсолютно неожиданно. Пришла идея о том, что я хочу где-то на берегу океана свой центр психологической помощи женщинам. Не было этой идеи вот до сегодняшнего дня. Это очень интересно. И пока рисовала, пришел еще один инсайт. Но уже не до 50, а вот сюда прям просится. Это тоже для меня неожиданно, потому что, оказывается, я хочу свой бренд одежды. У меня есть мой небольшой бизнес с выкройками. Очень небольшой, но вот идея о своем бренде как-то меня сильно не посещала, мне это было интересно. А сейчас, представляете, захотелось. Вот над этим мне точно надо будет пару дней походить, подумать, просто сжиться, свыкнуться с этим, что, оказывается, меня ждет свой бренд одежды. И я продолжаю уже раз, смотрите, я уже так прям вперед забежала, смотреть, что хочу успеть до 60. Чтобы вот, как мне кажется сейчас, мне бы хотелось сделать в период от 50 до 60 лет. Вот сейчас пришло, что мне... Ой, большой какой пошел квадрат. Мне хочется быть в классном, стройном, здоровом теле. И я понимаю, что нужно для этого больше заниматься той же самой йогой. Фух, красота. Давайте дальше пойду от 60 до 70. Что хочется. Все идеи, которые приходят, все вносите. Можете рисовать только одними кругами. Теми фигурами, которые сейчас для вас гармоничны. Если боитесь треугольники, квадраты, ничего страшного. Рисуйте только кругами, эффект от этого никак не уменьшится. Дальше иду 70, 80. Так постепенно, вдумчиво продвигаетесь по каждому периоду. Смакуете, прям погружаетесь, думаете, что бы мне хотелось вот сделать там, в том моем будущем, как я сейчас это вижу. Понятно, что может что-то поменяться, но вот сейчас я вижу, что будет вот так. И в процессе этого рисования, когда мы смотрим на свою жизнь минимум до 100 лет, с таким разбегом, глядя на то, что было и что еще будет,
неосознанно. Иногда рука сама начинает что-то рисовать, и на это движение руки приходят мысли. Можете спускаться вниз, если пришла какая-то идея о том, что вот это можно было бы сделать, например, там, с 40 до 50. Это ваша жизнь, это ваше творчество, ваш жизненный путь. И здесь рисуйте вот все, что приходит, все идеи, все мысли, все ваши задумки, все смело сюда вносите. У меня вот еще вот так просится какой-то круг. Можно подклеить еще лист вверх и продолжать 110, 120, 130, 140 и так до бесконечности. Я сейчас этого делать не буду, сделаю уже за камерой попозже, а пока давайте с вами дорисую формат на 100 лет, а продолжение уже можем с вами сделать попозже. И теперь нам нужны наши нейролинии. Желательно, чтобы ваши нейролинии, которые будут идти снизу вверх, зацепили каждый объект, каждую фигуру, которую вы внесли на рисунок. А теперь все это скругляем. Какие-то фигуры и круги могут добавляться уже после того, как вы внесли линии. Можете их вносить уже даже после того, как вы завершили рисунок. Главное, после того, как внесли новую фигуру уже в нарисованный, готовый скругленный рисунок, скруглить все пересечения, которые у вас образовались из-за этой фигуры. Во время скругления фигур на каждом этапе своей жизни в прошлом вспоминайте, что было классного, что было теплого, что было для вас значимого. Вспоминайте себя, какими вы были, чего вы хотели тогда, сколько каких препятствий было на вашем пути, сколько вы всего преодолели. Вспоминайте, о чем мечтали, чего опасались. Прям погружайтесь в то время, вспоминайте себя, свои мысли, свои какие-то желания, фантазии, как вы себя видели в будущем, что вас тогда беспокоило. В итоге все эти ситуации, которые казались какими-то патовыми, как вы нашли из них выход, что вы узнали нового о себе в тот период, о жизни, какие уроки вам преподносила жизнь и как вы с ними справлялись. Знаете, я забыла подписать мои фигуры, потому что я потом могу забыть. Пока я еще помню, сейчас быстренько пробегусь, каждую подпишу. Когда доберетесь до скругления фигур будущего, здесь ни в чем себе не отказывайте. Смакуйте с полным удовольствием каждую фигуру, каждое событие, которое видите и планируете в своем будущем. Прям погружайтесь в него, напитывайтесь тем, что будет, тем, что бы вам бы хотелось еще реализовать, сделать в своей жизни. Здесь по максимуму подключайте эмоции, чтобы прочувствовать каждой клеточкой, как бы вы хотели, чтобы это было в мельчайших деталей. Я все скруглила. Идем дальше по алгоритму и добавляем линии в фон. Как добавили, сразу же все скругляем. И теперь после скругления все раскрашиваем так, чтобы было ярко, сочно, красиво и радовало душу. Ну, мне пока достаточно. Возможно, на этапе стилизации я еще что-то добавлю, но пока пусть остается так. Теперь у меня остаются линии поля. Честно говоря, даже не хочется их здесь рисовать, но алгоритм говорит, что надо. Раз надо, значит сейчас их найду и выведу. Вошла во вкус, сейчас проведу еще одну линию. А в качестве фиксации я просто немножко подчеркну контур тех фигур, которые у меня уже и так довольно-таки сильно проявлены. Это этот квадрат, треугольник, это треугольник и вот этот круг. Еще вот это чуть-чуть. Ну и пока достаточно.
Немного позже я вернусь к этому рисунку, что-то сделаю еще поярче, подсвечу фигуру фиксации, но на сегодня с меня достаточно. И так было много инсайтов, эмоций. Нужно мне немножко пожить с новыми инсайтами, с новыми моими планами на далекое будущее. Все это примерить на себя, в этом прям побыть, понять, для чего мне все это, как мне хочется все это раскрыть. В общем, нужно с этим пожить пару дней, чтобы и погрузиться, и насладиться. Рисунок поставлю на видное место, чтобы периодически взгляд на него падал и напоминал о том, что вот сколько еще всего мне предстоит, и как это все лучше встроить в свою уже нынешнюю жизнь, и как это будет разворачиваться на моей линии жизни. На сегодня это все. Делитесь в комментариях, что получилось у вас. Скидывайте свои красивые рисунки в группу в Telegram, ссылку на которую оставлю в описании и в комментарии внизу. Увидимся с вами в моих новых видео. Пока-пока! You can try to hide the sunlight.